Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. И в этом видео мы с вами продолжаем вязать куколку Аришку. Это уже третья часть. В первой мы связали ей ручки, во второй части связали ножки. И сейчас будем продолжать вывязывать от ножек дальше туловище. Ручки пока убираем в сторону. Остановились мы на том, что ножку, которую мы вязали в первую очередь, мы не довязали столбики, а на второй ножке наоборот провязали столбики вперед. Вот так у нас заканчивается вязание. И теперь мы продолжаем дальше. Провязываем воздушную петлю, одну, и начинаем вязать 56 ряд. Присоединяемся в соединительный столбик, сразу же столбиком без накида, и нам нужно сейчас провязать 19 столбиков. Первый провязали, второй, 17, 18 и 19. Провязали, считать начинаем сразу же от вот этого первого столбика. Провязали 19. Дальше нам нужно с вами подряд провязать 9 прибавок. Первая, вторая. Провязали, получается, прибавки у нас располагаются прямо под коленочкой сзади ножки. Вяжем дальше, провязываем 2 столбика, первый, второй. Дальше провязываем 1 столбик по воздушной петле, два столбика по следующей ножке, здесь все провязываем потуже, чтобы не образовалось дырочки. Так, провязали 9 прибавок, 2 столбика, 1 по воздушной петле, 2 столбика, и снова провязываем 9 прибавок подряд. И 9-я прибавка. Далее мы провязываем 19 столбиков. Первый, второй, третий, 18 и 19 столбик. И дальше провязываем 1 столбик по воздушной петле. И теперь этот 1 столбик я отмечаю как последний в ряду. Закончили вязать 56 ряд. В итоге у нас по кругу получается 80 столбиков. Следующий ряд вяжем 57. Провязываем в начале 19 столбиков. Дальше мы вяжем прибавка, 2 столбика и повторяем так 6 раз. Прибавка, первый столбик, второй, снова прибавка, первый, второй,
Провяжите так еще 4 раза. Провязали. Как раз эти прибавочки у нас получились над прибавками предыдущего ряда. Дальше мы провязываем убавку. Оставляем ниточку туго натянутой. И один столбик, который у нас был, где воздушная петля, мы пропускаем. И в следующей петле мы вяжем убавку. Пропустили столбик, в следующей петле убавочка. Дальше вяжем 2 столбика прибавка 6 раз. Второй прибавка. Третий. Четвертый. Прибавка. И еще 4 раза вяжем точно так же. Провязали. И дальше довяжите до конца ряда 20 столбиков без накида. Вот что у нас получается после провязанных 2 рядов. Получилось у нас в 57 ряду 89 столбиков. И дальше вяжем следующий ряд 58. Провязываем 13 столбиков. Первый, второй, третий, 12 и 13 столбик. Далее провязываем убавка, 2 столбика, убавка. Убавка. Первый, второй столбик и убавка. Дальше провязываем 22 столбика. Первый, второй. Дальше вяжем подряд 3 убавки. Эти 3 убавки у меня находятся посередине, ровно между ножками. Получается 3 столбика с одной стороны и 3 столбика с другой стороны. Первая убавка. Вторая. И третья. Далее снова провязываем 22 столбика. Первый, второй, третий. Провязали. Вяжем дальше убавку. 2 столбика. Первый, второй. И снова провязываем убавку. Дальше довязываем до конца ряда 14 столбиков. Провязали, и в общем в этом ряду у нас с вами получилось 82 столбика. Вот так выглядит сейчас деталь. Не пугайтесь, то, что здесь вот так много. Мы это потом все будем убавлять и соединять. Дальше вяжем следующий ряд, 59. Провязываем 14 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, 14. Далее вяжем убавку. Убавки находятся по бокам. В этом ряду всего 2 убавки. Одна с этой стороны ножки и одна с другой стороны ножки, также сбоку. Дальше провязываем по задней части
49 столбиков. Провязали. Провязываем убавку. И довязываем до конца ряда 15 столбиков. Провязали, у нас получилось в этом ряду 80 столбиков. Теперь давайте я вам расскажу про столбики смещения. Вот смотрите, я использую ниточку, и видно, что она у меня идет ровненько. Если у вас она смещается в сторону, такое бывает, когда вяжут галочками способом, она может сместиться в сторону, вы регулируете, добавляете дополнительно один столбик, провязываете и перемещаете маркер на один столбик вперед, чтобы последний столбик ряда всегда шел вот так ровно. Тогда все будет на своих местах. Здесь, как вы заметили, все должно быть тоже симметричное. Вот, например, провязывали сейчас мы по вот этой части 49 столбиков. Получается 24, 24 и один столбик, 25, когда вяжете, он должен быть ровно посерединке, между ножками. Чтобы потом не получилось то, что попа куда-нибудь съехала в сторону. Все должно быть симметрично. Не бойтесь провязывать столбик смещения, он не имеет никакого значения, то, что вы его переставили. Количество все равно останется тоже, но зато вязание будет идти ровно. Следующий ряд мы вяжем 60. Провязываем 16 столбиков. Первый, второй и 16 столбик. Далее провязываем убавку. Вяжем дальше 43 столбика. Провязали 43 столбика. Дальше вяжем убавку. И до конца ряда довязываем 17 столбиков. Вот что у нас получается. Итого в этом ряду у нас получилось 78 столбиков. Дальше вяжем следующий 61 ряд. Провязываем 12 столбиков. Первый, второй, 12. Вяжем убавку. Далее провяжите 49 столбиков без накида. Вяжем дальше убавку. И довязываем до конца ряда 13 столбиков. Довязали. Получилось 76 столбиков. И дальше нам нужно провязать 62 и 63 ряд по 76 столбиков. Получается всего 2 ряда. Провязали 2 ряда. Дальше вяжем 64 ряд. И нам нужно провязать в начале 32 столбика. Второй, третий, четвертый, 29, 30, 31 и 32 столбик. Теперь смотрим. Нам с вами сейчас нужно пропустить 11 столбиков. Получается 1, 2, 3, 4, 5. 6 посерединке. 7, 8, 9, 10 и 11. Присоединяемся в 12 столбик. Натягиваем потуже на крючок ниточку.
вводим крючок в 12 столбик. Провязываем столбик без накида. Потуже. Вот что получается. Эту складочку мы оставляем внутри. Получается, на этой стороне мы уже провязали один столбик. И провяжите еще 32 столбика до конца ряда. Всего в этом ряду у нас должно получиться 65 столбиков. Провязали мы 32, пропустили 11 и еще 33 довязываем. Следующий ряд 65 мы вяжем 31 столбик. Первый, второй, третий, 29, 30 и 31. Останавливаемся мы ровно посерединке. Провязываем убавку. И дальше довязываем до конца ряда 32 столбика. Всего получилось у нас в этом ряду 64 столбика. Провязали, и вот что у нас получается. Вот здесь мы потом добавим наполнитель, поэтому все будет ровненько. Сейчас, конечно, оно само по себе выравниваться не хочет. Но когда будет наполнитель, все будет хорошо. Добавляем уже в ножки наполнитель, если у вас они еще пустые. Ну, примерно вот так можно добавить, чтобы все равно здесь не мешался он пока что. Например, вот эту часть ножек уже можно хорошенько наполнить. И мы с вами вяжем дальше. Следующий ряд. Это получается 66. Провязываем 9 столбиков, убавка 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9 и вяжем убавку. И еще один раз точно так же вяжем 9 столбиков. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. И снова провязываем убавку. Далее провязываем 19 столбиков. Первый, второй. Провязали. И теперь вяжем убавка 9 столбиков 2 раза. Убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9. Снова провязываем убавку. 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9. И у нас еще остается один столбик до конца ряда. Готово. Получилось у нас сейчас 60 столбиков. И следующий ряд 67 провяжите 60 столбиков без накида. Провязали. Вяжем следующий ряд. 68. Нам нужно с вами провязать 8 столбиков,
убавка, и так повторить 6 раз. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и провязываем убавку. Один раз провязали вместе, еще 5 раз точно так же до конца ряда. И в итоге у нас получится 54 столбика. И следующий ряд 69 провяжите 54 столбика. Провязали. Добавляете уже потихонечку наполнитель. Вяжем следующий ряд 70. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Дальше вяжем 7 столбиков, убавка, и так повторяем 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, убавка. Вяжем точно так же еще 4 раза. Провязали и дальше довязываем оставшиеся 3 столбика до конца ряда. Первый, второй и третий. В этом ряду у нас получилось 48 столбиков. Дальше следующий ряд 71. Провязываем 15 столбиков. Первый, второй, третий. Провязали. Дальше вяжем убавка. 3 столбика. Первый, второй, третий. Еще 2 раза повторяем то же самое. Убавка. 3 столбика. Первый, второй, третий. Получилась убавка 3 столбика 3 раза. И провязываем еще одну убавку. Дальше довязываем до конца ряда 16 столбиков. У нас получилось 44 столбика. И дальше с 72 по 76 ряд, это получается всего 5 рядов, провяжите по 44 столбика в каждом. И уже обязательно добавляйте наполнитель. Равномерно, чтобы складочка вот эта внутри оказалась ровненько посередине между наполнителем. И бока хорошо тоже добавляйте, потому что смотрите, как у нас идут убавочки. Давайте я уже на наполненной куколке покажу. Вот эти вот краешки добавляйте наполнитель хорошо. Вот здесь везде добавляйте. Единственное, вот коленочки я сильно не добавляю, чтобы они не пропал вот этот у нас рельеф. Остальное все везде хорошо плотненько. Провязали. Вот что у нас уже получается. Хорошенько все наполняем. Я пока этого делать не буду, потому что будет потом тяжело вязать на камеру с наполненной деталью. Так, вяжем дальше. У нас идет 77 ряд. И нам нужно с вами провязать 10 столбиков прибавка 4 раза. Вяжем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый
и 10. Вяжем прибавку. Повторяем так еще 3 раза. И у нас получится в итоге 48 столбиков. И следующий ряд 78 провяжите 48 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд мы провязываем 79. Вяжем прибавка. 7 столбиков. Повторяем так 6 раз. Провязываем сразу же прибавочку. И 7 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой. Еще 5 раз вяжем прибавка 7 столбиков. И в итоге у нас получится 54 столбика. Провязали. Дальше нам снова нужно провязать 5 рядов с 80 по 84 ряд по 54 столбика в каждом ряду. Но последний 5-й ряд не довяжите 11 столбиков. В 5-м ряду, когда будете провязывать, 11 не довязываем. После расскажу, что будем делать дальше. Провязали. Вот так остался недовязанный 5-й ряд, который у нас был 84. 11 столбиков мы не довязали. Теперь ровно посередине у нас идет ниточка. Середину нужно найти для того, чтобы грудь была симметричная, чтобы она не съехала куда-то в сторону. Напомню, как это выглядит. Вы регулируете. Получается 4 прибавки. Между прибавками идет 7 столбиков. И вот эти 7 столбиков делим. И 1 столбик должен ровно быть посерединке. Поэтому я сейчас вяжу. Начало ряда у нас теперь сместилось. Оно у нас находится сбоку. Я даже, наверное, поставлю ниточку, что вот начало ряда теперь начинается здесь. Заканчивается. Я всегда обозначаю последний столбик. Провязываем 3 столбика. Быть может, вам нужно будет провязать 1 столбик или наоборот 5 столбиков. То есть не сильно имеет это значение. Главное, чтобы вот здесь вы были ровно на серединке. Вяжем первый столбик, второй, третий и подряд провязываем 4 прибавки. Первая, вторая, третья, четвертая. Теперь нужно провязать между прибавками 7 столбиков. Вяжем первый, второй, третий, четвертый столбик ровно посередине. Дальше вяжем пятый, шестой, седьмой. И снова провязываем подряд 4 прибавки. Первая, вторая, третья и четвертая. И довязываем до конца ряда. Он теперь у нас вот здесь. У меня это получается 36, у вас это может быть другое количество, смотря сколько здесь вы вначале провязывали столбиков. В общем количество столбиков в ряду получается 62. Довязали. И дальше с 86 по 90 ряд, это получается у нас опять 5 рядов выходит, мы провязываем по 62 столбика.
Не забывайте добавлять в процессе вязания наполнитель. Провязали в общем уже 90 рядов. И теперь вяжем следующий ряд. Он идет у нас последний, перед тем, как будем ввязывать ручки. Провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Теперь на тех же местах, где у нас были 4 прибавки, нам нужно провязать 4 убавки. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Провязали. Теперь между этими убавками нам нужно провязать 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и седьмой. Теперь снова провязываем подряд 4 убавки. Первая, вторая, третья и четвертая. Провязали. Дальше довязываем столбики без накида до конца ряда. Довязали, и дальше мы определяем места, где у нас будут располагаться ручки. На одну ручку идет 7 столбиков, спереди между ручками находится 21 столбик, и на вторую ручку также 7 столбиков. Ориентируемся на центральный, где мы смотрели по ниточке. Как раз должно быть здесь между убавками 1, 2, 3 и 1, 2, 3 столбика. Вот этот четвертый. Теперь от него я отсчитываю в сторону 10 столбиков в одну, 10 в другую. Как раз получится расстояние в 21 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть сейчас мне нужно перенести начало ряда на 8 столбиков. Получается, из них будет 7 столбиков приходиться на ручку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И один столбик нам нужен перед ручкой свободный. С этой стороны получается также. В общем, переносим начало ряда назад. 1 столбик, 7 столбиков ручки, 21 столбик спереди остается, снова 7 столбиков ручка, и дальше уже идут столбики спинки. Надеюсь, объяснила более-менее понятно. Если вдруг, пишите в комментариях, спрашивайте, я вам отвечу, подскажу. Так, ввязываем ручки. Сначала провязываем этот один столбик, который у нас перед ручкой должен находиться один. Он нам потом потребуется, чтобы сделать убавку. Далее берем ручку. Смотрите, чтобы пальчик смотрел прямо. Прикладываем. И нам нужно теперь провязать 7 столбиков, захватывая петли ручки и петли туловища. Вместе провязываем первый столбик, второй, третий,
4, 5, 6 и 7. Вот что получается. Дальше провязываем по передней части 21 столбик. Первый, второй, третий и 21 столбик. Дальше берем ручку, опять прикладываем ее так, чтобы пальчик смотрел одинаково, так же как и прошлая ручка, первая. И начинаем провязывать. Провязываем 7 столбиков вместе деталь ручки и туловища. Немножечко неровно. Угу. Теперь ровно. Так, третий, 4, 5, 6 и 7 столбик. Вот что у нас получается. Дальше мы с вами вот эти петли уже трогать не будем, 7, которые мы ввязывали ручки к туловищу, а будем вязать по наружным петлям оставшимся, то есть по спинке, ручка, передняя часть и опять ручка. Сейчас довязываем до конца ряда оставшиеся 18 столбиков. Провязали, следующий ряд провязываем 93, вяжем 1 столбик на спинке. Далее переходим сразу же на петли ручки, их должно быть 17. Вяжем вот этот переход потуже, чтобы не оставалось дырочки. Первый столбик, захватываем только оставшиеся петли на ручке. Вот эти мы уже не трогаем. Второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 столбик. Подтягиваем посильнее ниточку и переходим на столбики туловища. Провязываем
На передней части 21 столбик. Дальше по второй ручке также 17 столбиков и по спинке 18. Вот так должна выглядеть ручка. Сейчас вяжем 93 ряд, довяжите его до конца. После 94 и 95 ряд провяжите по 74 столбика в каждом. Провязали, и дальше следующие ряды у нас уже пойдут сложные, в них будет большое количество убавок. Сейчас мы будем вязать с вами 96 ряд, здесь 6 убавочек, и смотрим внимательно, чтобы не запутаться. Я буду показывать, стараться медленнее и более понятно. Провязываем для начала убавку, для этого мы оставляли вот здесь один столбик, чтобы эта убавка пришлась как раз на стыке ручки и туловища. Так, дальше вяжем 7 столбиков по петлям ручки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, так, убавка первый, второй, шестой, седьмой. Снова провязываем убавку, 6 столбиков, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем убавку, тоже эта убавка приходится на переходе. Один столбик ручки, один туловище. 3 убавки сделали здесь, посередине ручки и здесь. Дальше вяжем 19 столбиков по передней части. Первый, второй, 18 и 19. И теперь снова так же, как и на первой ручке, мы провязываем убавку, где переход у нас. Дальше вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем убавку, семь столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И снова провязываем убавку. Дальше по петлям на спинке провязываем 17 столбиков. Провязали, получилось у нас сейчас в этом ряду 68 столбиков. В следующем ряду, 97-м, нам нужно будет с вами провязать 8 убавок. Начинаем с убавки. Провязываем 13 столбиков. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый. Провязываем убавку. Убавка. Дальше вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. Провязываем убавку. Вяжем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязываем убавку. 3 столбика. Первый, второй, третий и убавку. Получается, мы провязали убавка 13 столбиков по руке, убавка 3 столбика, убавка 7 столбиков, убавка 3 и снова убавка. Все у нас получается симметрично. Дальше мы вяжем по петлям второй ручки 13 столбиков. Первый, второй, третий, 12 и 13 столбик. Снова провязываем убавку. Вяжем так же, как и по передней части. 3 столбика. Первый, второй, третий, убавка. 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем убавку и довязываем 3 столбика до конца ряда. Первый, второй и третий. Закончили вязать этот ряд. Получилось у нас 60 столбиков, и следующий ряд провяжите просто 60 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд у нас будет 99, и в нем нам нужно будет провязать 12 убавок. Начинаем ряд с убавки. Вяжем 2 столбика. Первый, второй. Дальше провязываем убавка, 1 столбик, убавка. Провязали. Дальше вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И снова вяжем убавка, 1 столбик, убавка.
Далее провязываем 4 столбика. По передней сейчас вяжем части. Первый, второй, третий, четвертый. На серединке вяжем убавка. И еще один раз 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Вяжем убавка, 1 столбик, убавка. Провязываем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем убавка, 1 столбик, убавка. Провязываем 2 столбика. Первый, второй. Вяжем убавку. Шесть столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, убавка. И довязываем до конца ряда 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Закончили вязать этот ряд. В итоге сейчас у нас получилось 48 столбиков. И следующий ряд, это уже будет 100-й, провяжите 48 столбиков. И можно уже наполнять ручки, верхнюю часть, но также не до конца, не сильно прям полностью наполняя, чтобы наполнитель не мешал вязать. Провязали, вяжем 101 ряд. Провязываем подряд 2 убавки. Первая, вторая. Теперь вяжем 3 столбика. Первый, второй, третий. И провязываем опять подряд 2 убавки. Первая и вторая. Дальше провязываем 2 столбика. Первый, второй, убавку. Четыре столбика. Первый, второй, третий, четвертый, убавка. Два столбика. И теперь снова так же, как на первой ручке, мы вяжем 2 убавки подряд. Первая, вторая, 3 столбика,
Первый, второй, третий, 2 убавки. Первая и вторая. Дальше провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Четыре столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Убавка. И 3 столбика до конца ряда. Первый, второй и третий. Провязали этот ряд. У нас получилось 36 столбиков. Следующий ряд мы вяжем 102. Провязываем 4 столбика, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и убавка. Это мы с вами 1 раз провязали. Еще 5 раз вяжем точно так же до конца ряда. И в итоге у нас получится 30 столбиков. Провязываем следующий ряд 103. Провязываем 1 столбик, убавка, дальше вяжем 3 столбика, убавка, и так повторяем 5 раз. Первый столбик, второй, третий, убавка. Провязали и дальше довязываем оставшиеся 2 столбика до конца ряда. Первый и второй. Следующий ряд 104. Мы провязываем 4 столбика, убавка, 4 раза. И получится у нас 20 столбиков в ряду. Первый, второй, третий, четвертый и убавка. Довязываем так ряд до конца. Провязали, вот что у нас уже получается. Хорошенько набиваем вот эти части, переход плечика приподнимаем, получается, вверх с помощью наполнителя. И дальше вяжем, начиная с ряда 105 по 111. Это у нас выходит, кажется, 7 рядов. Провяжите по 20 столбиков. Это будет шея. В первом варианте куколки на шее всего 5 рядов. Мне кажется, это коротковато. Шейка получается, поэтому в этот раз я вяжу 7. Смотрите сами, хотите 5 вяжите, хотите 7, чтобы была шейка чуть длиннее. И на этом пока все. Дальше мы увидимся с вами в следующей части, где уже будем вывязывать из шеи голову.